Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами порисуем еще в одном очень интересном стиле. Стиль называется поп-арт. Если вы погуглите в интернете картинки, вы найдете много интересных элементов, которые можно использовать в дизайне ногтей. В свое время, года 2 назад, этот стиль был безумно популярен в ногтевом дизайне. Очень много слайдеров выпускалось в этом стиле, очень много интересных дизайнов рисовалось. Сейчас же он немножечко отошел на второй план, но тем не менее остается очень интересным в плане рисования. Мы немножечко переиграли, сделали не так ярко, как обычно привыкли видеть поп-арт, но тем не менее вот этот вот основной элемент, который мы сегодня будем рисовать, именно из этой стилистики. Итак, как обычно, готовим основу для нашего дизайна. На все ноготки мы выбрали вот такой ярко-красный цвет. Под дизайн прокладываем черную основу. Но рисовать на черном цвете будет довольно-таки проблематично. Цвета будут смотреться не ярко, они будут теряться. Поэтому для того, чтобы у нас получился яркий рисунок, нам необходимо сделать белый подмалевок. Поэтому первым делом выполняем именно его, вырисовывая основные контуры нашего будущего дизайна. В данном случае мы рисуем такую себе руку Деда Мороза, причем Дед Мороз у нас походу байкер. Рисуем с картинки с телефона, причем вот эту вот руку мы взяли с принта футболки. Мы нашли магазин футболок с принтами, выцепили оттуда вот этот вот интересный мотив и оттуда срисовываем. Кстати, принты ткани – это безумно богатый источник вдохновения. Обязательно полазьте по интернету, посмотрите в этом направлении. Вы найдете для себя что-то интересное, что вам захочется повторить. После того, как готов наш подмалевок, мы его хорошенечко высушили и переходим к разукрашиванию. Здесь нам необходимо не просто разукрасить, но и добавить светотеневые моменты для того, чтобы рука была читаемая. То есть нам нужно просмотреть, где у нас на пальчиках свет, где наши пальчики отбрасывают тени, где что у нас происходит. Поэтому вот в этом моменте подумайте и просмотрите очень внимательно. Посмотрите на картинку, и я вам расскажу, в каких моментах вам нужно обратить внимание. Итак, тени. Все зажатые пальцы у нас отбрасывают тень на ладонь, поэтому нам нужно ее нарисовать. При этом тень у нас еще и отбрасываются на те пальчики, которые раскрыты, потому что они находятся на дальнем плане. А вот свет у нас находится как раз-таки больше всего на тех пальцах, которые сложены, ярче всего на большом пальчике, потому что он получается передний, и совсем немножечко на краюшке разогнутых пальцев. Далее у нас следует рука. Рука самого обычного телесного цвета, но перчатка на руку тоже отбрасывает тень. Нам ее тоже нужно нарисовать. Причем, внимание, девочки, не рисуем тени черным цветом. На перчатке мы рисуем темно-красным, то есть мы в красный добавили немножечко черного, его затемнили и тень рисуем этим оттенком. А на руке рисуем темно-коричневым. Если мы будем в тенях использовать чистый черный цвет, во-первых, это будет грубо, это будет не живо, а во-вторых, это будет грязно. После того, как мы расставили светотеневые моменты, мы прочищаем наш рисунок. То есть черной краской наводим контуры так, чтобы все места прочистились. Потому что при нанесении света, тени, подмалевков мы, конечно же, где-то кисточкой махали не туда, куда нужно было, и у нас нет четких линий.
На руке рисуем какую-то татуировку. Вспоминаем, что наш Санта в данном случае это какой-то байкер, и нам нужно это передать. Вообще, на самом деле, надо было ему еще каких-нибудь волос на руке нарисовать, чтобы была такая страшно волосатая рука. Но с другой стороны, если посмотреть на анатомию человека, да, взять, допустим, поймать своего мужа и рассмотреть его руку, то мы поймем, что именно с этой внутренней стороны руки волосы практически не растут, поэтому хорошо, что мы их туда не нарисовали. После того, как мы отконтурили наш рисунок, расставляем самые светлые места. Здесь у нас опять же нужно пробежаться по пальчикам и проработать мех на перчатке. Тоненькой кисточкой расставляем волосинки в разных направлениях. Перекрываем наши ноготочки финишем, и вот волосинки на перчатках мы проработаем еще разочек после финиша, для того, чтобы добавить объемность нашему меху и для того, чтобы ярче смотрелись верхние волоски. Ну а теперь переходим к трендам этого сезона, это все возможные надписи. Очень модно сейчас писать всякие разные послания себе в будущее. Поскольку этот дизайн мы делали перед Новым годом, то, соответственно, мы сюда написали все, что об этом думали. И как я уже говорила, после того, как мы хорошенечко высушили финиш, расставляем самые светлые места. Это у нас края пальчиков, сгибы, изгиб большого пальца и, конечно же, мех на нашей перчатке. Ну и для того, чтобы поддержать стилистику поп-арта, мы решили добавить еще гороха на основной фон. Здесь можно было горох сделать более крупного размера, тогда бы это стало именно в поп-арт стиле. Но поскольку у нас зима, мы решили горошинки добавить вот такие очень мелкие, и они у нас имитируют снежинки, не снежинки, что-то типа этого.
Вот такой очень задорный, очень веселый дизайн ногтей у нас сегодня получился. Мы остались безумно довольны. Марину все хватают за руки, пытаются рассмотреть, что же у нее нарисовано. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам будет интересен этот стиль, и вы обязательно посмотрите, что в нем можно взять для себя. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!